Добрый день. Не делайте ту ошибку, о которой сегодня мы поговорим. Итак, те из вас, которые были раньше в Израиле, или вы подавали здесь на статус беженца, или вы находились в Израиле по туристической визе, и вы ее просрочили. И потом вы выехали, и у вас в паспорте нет никакой отметки о том, что у вас была депортация. Так вот, я хочу сказать, для тех людей, которые когда-то были в Израиле, и даже если у вас в паспорте не стоит никакой отметки о депортации, но вы нарушили визовый режим, или вы даже на один день остались здесь дольше, чем было положено, либо вы подавали на статус беженца и выехали вовремя, во время действия вашей визы, даже если вы выехали по собственному желанию, вас не депортировали. Внимание! Важный момент. У вас есть депортация. Вы об этом ничего не знаете, вам об этом никто ничего не сказал, у вас нет никакой отметки в паспорте на эту тему, но у вас есть депортация. У каждого человека, который здесь либо нарушил визовый режим, остался дольше, чем было положено, либо подавал на статус беженца, у каждого такого человека, независимо от того, есть у вас какая-то отметка в паспорте об этом, как правило, ни у кого ее нет, говорил вам об этом кто-то или нет, у вас есть депортация. Что это значит? Это значит, что даже если с той страной, откуда вы, гражданином которой вы являетесь, и Израилем, нет визового режима, то есть это Россия, Украина, Белоруссия, Грузия и так далее, другие страны, у которых у Израиля нет визового режима, то есть вы в принципе могли бы приехать без визы, как вы когда-то сделали однажды. Теперь, после того, что у вас стоит депортация, а она у вас стоит, если вы здесь подавали на статус беженца, она есть у всех. Независимо от того, еще раз повторяю, выехали бы вы вовремя, во время действия визы или нет. И даже если вы подавали апелляцию после того, что вам отказали в статусе беженца. Или если вы были туристом и нарушили визовый режим, остались здесь дольше, у вас есть депортация, которая есть в компьютере. Когда вы приедете сюда в следующий раз, и у вас возьмут паспорт, неважно, он биометрический или не биометрический, эта информация сразу выскочит на экране компьютера и увидят, что у вас есть депортация, и вам откажут в объезде. И так случается очень-очень часто. Ко мне обращается огромное количество людей с такой проблемой. Эта проблема решаема, но для того, чтобы решать эту проблему, ее надо решать не тогда, когда вы прилетели уже в Израиль, и вас не пустили, и вас хотят депортировать еще раз. А решать эту проблему надо заранее. Это важное слово здесь, заранее. Нужно обратиться к адвокату заранее, который проверит ваш статус на сегодняшний день, закрыт вам въезд или нет. Если он закрыт, есть возможность отменить запрет. Нужно обратиться в суд и отменить запрет. Это возможно, и я это делаю. И есть много случаев, когда этот запрет можно отменить. Но это нужно делать заранее. У вас будет тогда либо виза, либо разрешение на въезд. И вы тогда можете спокойно въехать в Израиль. Так делают многие люди, с которыми я работаю. Чтобы вы не столкнулись с ситуацией, когда вы прилетели в Израиль, вы потратили деньги на билет. Вы потратили деньги на то, чтобы привезти подарки тут своим друзьям, родственникам и знакомым. Вы прилетаете в Бен-Гурион, и вас не пускают, и вы не понимаете даже почему. Вы говорите, я тут была легально, было все хорошо, у меня нет запрета, у меня все отлично. Так многие люди думают и так говорят. Но, к сожалению, это не так. Поэтому, чтобы у вас не случилась такая неприятная ситуация, чтобы вы не оказались в ситуации, когда вас держат тут часами, на что многие жалуются, и потом вас депортируют, и к вам плохо относятся, и вы спите на полу, и все остальное. Чтобы этого всего избежать, а этого можно и нужно избежать, обратитесь заранее к адвокату, который может проверить по вашей доверенности ваш статус. В случае необходимости отменить эту депортацию, отменить запрет на въезд, вы получите официальный документ на руки и сможете спокойно приехать в Израиль без всяких проблем и без нервотрепки. Это то, что нужно сделать. Поэтому улыбайтесь, и все будет хорошо. Всего доброго и до свидания.